Если у вас нет пожилого дядюшки, который оставил бы вам в наследство миллион другой, наверняка вы часто думаете о том, как бы заработать или повысить свой доход. Но и не всегда получается выбить повышение у строптивого начальника. А в малых городах нашей необъятной вообще с работой. Так что на помощь приходит интернет. Заработок в сети на удаленке вещь довольно реальная, перспективная и прибыльная. И сегодня мы представим вам топ-5 сервисов для удаленной работы через интернет. Причем доступных для новичков без опыта. Для того, кто смотрит видео до конца, бонусный 6-й ресурс для заработка. Да, и здесь я хочу остановиться, что это уже мой второй ролик подобного плана. Первый я записывал 1,5 года назад, там были другие, абсолютно другие сервисы. Ссылочку прикреплю к этому видео, можете также посмотреть, возможно, будет полезно. Анкетка. Все элементарно. Проходите анкеты, опросы, получаете деньги. Нужна регистрация и заполнение профиля по вашим интересам. Кстати, оплачивается. А дальше вам уже будут приходить приглашения на тот или иной опрос по вашим данным. Например, если вы указали, что у вас нет машины, вам не будут доступны опросы от автопроизводителей и служб такси. Симпатичный и простой интерфейс. Все легко и понятно, однако анкета в среднем оплачивается в 50-100 рублей. Минусы. Опросов не слишком много. Сидеть целый день и тыкать в ответы не получится. Выводы только от 800 тысяч рублей. PayAd. Для тех, кто готов отключить AdBlock и потерпеть назойливую сетевую рекламу и бесконечные кликбейты. Устанавливайте расширение в свой браузер, и у вас появится активное выделенное поле, на котором идет показ разной рекламы, за которую вам и капает денежка. Есть и более активные способы подзаработать на PayAd. Приглашать друзей, делать анонсы в соцсетях, смотреть предложенные рекламные ролики полностью. За подобное оплачивается до 100 рублей. Можно выбрать тематику объявления. Минусы. Назойливость рекламы может надоесть, не все считается безопасным, и устанавливать новые сторонние разрешения в свой браузер не всегда хорошо. Qcomment. Для любителей позависать в соцсетях, теперь ребята за это платят. Qcomment предлагает вознаграждение за обсуждение на форумах, комментарии, просмотры видео, лайки, подписки, репосты. Оплата небольшая, до 40-50 рублей, но за информативные содержательные сообщения заплатят побольше, чем за простое. Автор огонь, классное фото, ну и вы поняли. Или всех благ и спасибо. У каждого исполнителя есть свой рейтинг. Наработаете баллы, будут предлагать более лакомые и дорогие варианты, например, от проверенных крупных компаний. Минусы. Очень тугая и неповоротливая техподдержка. Часто раздают баны, высокие комиссии за вывод денег. Могут долго проверять выполненное задание. Юду. Одна из крупнейших российских бирж по поиску исполнителей для любых задач. Категорий множество, есть и для профессионалов: ремонт, починка техники, веб-разработка, верстка и дизайн. Есть и курьерские услуги, просьбы об уборке или выгуле собак. Для новичков найдутся задания вроде холодного обзвона, сбора информации из интернета, перевода аудио-видео в текст, переписывания конспектов, словом, того, что занимает много времени. Потому заказчики готовы платить и делегировать это вам. Сильная техподдержка, система рейтингов, безопасные переводы оплат и огромная разнообразная подборка заданий. В этом Юду действительно силен. Минусы. Платно, можно платить за каждый отдельный отклик, можно покупать пакеты откликов. Много пользователей, в том числе исполнителей. Поначалу трудновато получать задания и зарабатывать рейтинг. У кого-то так и не получается. Copylancer. Да, это биржа текстов, так что заработать тут смогут только те, кто в состоянии связывать пару слов между собой. Но Copylancer выгодно отличается от надоевших и полумертвых FL.ru и Freelancer.ru. Здесь пока не такое засилие высокоуровневых авторов, есть возможность взять задание. Невозмутительно низкие расценки. FL.ru откровенно демпингует, воспитывая неграмотных текстовых рабов. Плюс на Copylancer есть много заданий по рерайтингу, в отличие от копирайтинга. Такие тексты проще. Возьмите готовый текст и перепишите его своими словами. Не нужно быть профессионалом в той или иной сфере. Новичкам платят не густо, по 20 рублей за 1000 знаков. Но система рейтингов и отзывов помогает подняться и подзарабатывать до 100 рублей за 1000 знаков. Не богачество, конечно, но на бензин или коммуналку заработать можно. Вывод денег удобный. Есть система безопасной сделки, заказчик не сможет вас нагреть и убежать с готовым текстом и без оплаты. Злобно
хохоча при этом. Его остановит администрация. Ну, конечно, минусы, вы же так любите минусы. Заказчик может долго думать при приемке текста. Потребуется хотя бы минимальная грамотность и много усидчивости. Если у вас нет ни того, ни другого, ну, зачем мы это тогда смотрим? Обещанный бонус. Ха-ха! Нет здесь ничего смешного, это всеми любимый Headhunter, он же hh.ru. Конечно, вы можете удивиться, что крупнейший российский сайт по поиску работы делает в нашем топе. Но с первого карантина в 2020 году HH значительно расширил свое присутствие на рынке удаленки и фриланса. На сайте публикуется множество вакансий с пометкой «частичная занятость», «удаленная работа», «подработка», «стажировка». И есть свой телеграм-канал, в котором тоже найдется много вариантов для подработки в свободное время. Да, это не отдельные задания, а вакансия. Но тем, кто устал дергаться от множества неадекватных заказчиков и постоянного поиска, подойдет как нельзя лучше. Да, придется потратить время на составление приличного резюме. Подробно расписать свои достоинства и навыки, ну и работодатели проверенные. Так что игра стоит свеч. Да, это будет не та работа, которую можно делать в автобусе и под сериальчик. Но и подработки здесь не грошевые. Вполне могут стать еще одним заметным источником дохода. Друзья, если для вас этот набор был недостаточным, то переходите по ссылке в описании к данному ролику. Там вы найдете еще для себя 5 сайтов, на которых возможно зарабатывать. Если вас и та 5 не устроит, и вы считаете, что везде зарабатывается мало, то давайте пишем отличное резюме и отправляем их в Google, Яндекс и Facebook. Удачи, как говорится, вам с работой и полных вам кошельков. Пока!